Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня хочу вам рассказать об узоре крючком. Называется этот узор зигзаг. Здесь представлены три его вариации. Вот это вот верхний, первый узор, затем второй и третий. Узор очень хорошо подходит для вязания летних вещей. Очень красиво смотрится такой узор в двухцветном исполнении. Вот здесь я просто чередовала, что два ряда голубым цветом, два ряда серым. В основе узора всех трех лежит зигзагообразующий ряд. То есть этот ряд, который состоит сначала из убавления петель, затем из прибавлений. И за счет чередования убавлений и прибавлений вязаное полотно вот таким образом изгибается и приобретает зигзагообразную форму. Посмотрите, вот этот вот первый узор связан следующим образом. Мы постоянно вязали только зигзагообразующий ряд. То есть получается вот такой узор, его можно назвать узором в стиле миссони. И еще зигзагообразующий ряд можно вязать из столбиков с тремя накидами. То есть вот это вот вязано столбиком с одним накидом. Если вы выберете столбики с тремя накидами, то зигзагообразному узору добавится такой вот красивый ажур. Дальше мы переходим к среднему узору. Если мы добавляем между зигзагообразующими рядами ряд из столбиков без накида, то есть наши зигзаги становятся более подчеркнутыми, красивыми. И вот в этом вот случае у нас между зигзагообразующими рядами добавлены рельефные столбики с одним накидом. То есть на базе одного зигзагообразующего ряда мы можем вязать сразу же вот несколько узоров. То есть вы можете красиво в одном вязаном изделии сделать вот такой вот переход, как у меня на образце. Это будет очень красиво смотреться, например, в вязаных юбках. То есть сначала идет узор поплотнее, потом добавляем ажур и низ оформляем уже вот таким вот более рельефным узором. Получается, что вот этот вот узор верхний, когда мы вяжем только зигзагообразующие ряды, он является двухсторонним. Вот эти вот два узора являются односторонними, то есть с изнаночной стороны они выглядят вот таким образом. Уже не видно наши рельефные столбики. Узор более ровный с изнаночной стороны получается. И сегодня я расскажу вам, как вяжутся все три эти разновидности узора. Для вязания любого из трех этих узоров нам необходимо набрать количество петель кратное 19. И сейчас мы начнем вязание узора с зигзагообразующего ряда. То есть в основе каждого из этих трех узоров одинаковый ряд из столбиков с одним накидом. То есть я набрала необходимое количество воздушных петель. Далее вяжу 3 воздушных петельки подъема. И начиная с 4 от крючка петли буду вязать 4 столбика с одним накидом. В одну петлю их провяжу. Затем выполняю накид и в следующую петельку вяжу столбик с одним накидом. То есть мы вяжем прибавление сначала, теперь будем вязать убавление. То есть для этого я свяжу столбик с одним накидом, пропустив одну петельку во вторую. Всего я должна буду пропустить 8 петель, то есть одна уже пропущена, нужно пропустить еще 7 штучек. То есть пропускаю еще одну, вяжу во вторую петлю. Вот уже 2 окошечка образовалось. Необходимо образовать еще 6 таких же окошечек. Третий раз пропускаю петельку одну. Четвертый раз пропускаю петлю. Вот я сделала 8 пропусков. И дальше теперь в следующую петельку вяжу 5 столбиков с одним накидом. То есть формирую прибавление.
Затем в следующую петельку вяжу еще 5 столбиков с одним накидом. Я провязала еще 5 столбиков с одним накидом в одну петельку. Видите, у нас уже цепочка начинает изгибаться. И дальше у нас уже узор повторяется. То есть мы вяжем столбик с одним накидом в следующую петельку. И дальше вяжем столбик с одним накидом, пропустив одну петельку. То есть мы должны сделать 8 опять же пропусков. Первый, второй пропуск выполняем. И так далее. Делаем всего 8 пропущенных петелек. Вот уже что получилось. Я выполнила еще 8 пропусков. То есть дальше мы опять выполняем прибавление. То есть в следующую петельку я вяжу 5 столбиков с одним накидом, потом еще 5 столбиков с одним накидом. И опять начинаю выполнять 8 пропусков. А заканчиваем мы ряд следующим образом. Вяжу в следующую петельку, в последнюю петельку цепочки просто 5 столбиков с одним накидом. Я уже выполнила 5 столбиков, последнюю петельку нашей воздушной цепочки, и на этом зигзагообразующий ряд готов. То есть, если мы хотим вязать вот этот вот верхний узор, который состоит только из зигзагообразующих рядов, мы постоянно повторяем этот ряд. То есть и четные и нечетные ряды вяжутся одинаково. Если вы хотите связать зигзаги вот такой вот формы или более рельефные, то тогда каждый четный ряд необходимо выполнять либо столбиками без накида, либо рельефными лицевыми столбиками. Каждый четный ряд мы будем начинать с одной воздушной петельки подъема. Вот я ее связала, разворачиваем вязание и начиная со второй от крючка петли будем вязать либо столбики без накида, либо рельефные лицевые. Давайте начнем с рельефных лицевых. Вот эти вот я первый столбик пропускаю и начиная со второго столбика подхватываю сам столбик за ножку и вяжу рельефный лицевой столбик. И весь ряд провязываю таким образом. Если будете вязать столбиками без накида, то начиная со второй от крючка петли весь ряд провязываю столбиками без накида. То есть каждую петлю ряда вяжу столбик без накида. Вот, посмотрите, благодаря тому, что мы вязали рельефными лицевыми столбиками, по лицевой стороне узора у нас образуется вот такая вот косичка. А вторую часть узора я провязала просто столбиками без накида. То есть тогда такой косички не образуется. И заканчиваем ряд, вне зависимости от того, как мы их вязали, столбиками рельефными или столбиками без накида, мы всегда вяжем столбик без накида в воздушную цепочку подъема. И дальше следующий ряд, то есть он получается опять же нечетный, мы вяжем как зигзагообразующий ряд, точно так же как первый ряд. То есть выполняем 3 воздушные петли подъема и начиная с 4 от крючка петли вяжем 4 столбика с одним накидом. Я выполнила еще один зигзагообразующий ряд. Дальше мы вяжем опять же одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, и следующий ряд у нас четный, то есть мы его вяжем либо рельефными лицевыми столбиками, либо столбиками без накида. Я выполнила еще один ряд
Да, также опять половину узора выполнила рельефными лицевыми столбиками, половину столбиками без накида. И далее у нас опять идет нечетный ряд. Он будет зигзагообразующим. И будем вязать мы уже его вот таким вот ажурным, то есть из столбиков с 3 накидами. Начинаем вязание. Я вяжу 6 воздушных петель. Выполняю 3 накида на крючок. И начиная с 7-й от крючка петли вяжу столбик с 3 накидами. Выполняя воздушную петлю, вяжу еще один столбик с 3 накидами в ту же самую петельку. Опять воздушная петля и столбик с 3 накидами в ту же самую петельку. Образуются 3 вот таких окошечка. Дальше мы будем формировать убавление. Только будем вязать уже, пропустив не одну воздушную петельку, а 2. То есть я выполнила 3 накида на крючок, пропускаю 2 петли, в третью вяжу столбик с 3 накидами. Еще выполняю 3 накида. И опять же, пропустив 2 петли, в третью вяжу столбик с 3 накидами. Вот такие вот окошечки получаются. Всего мы должны пропустить 6 раз по 2 петельки. Вот 2 раза я уже пропустила, еще 4 раза. Выполнила таких 6 отверстий. И дальше формируем прибавление. То есть я выполняю воздушную петлю и вяжу столбик с 3 накидами. Вот ту же самую петельку, откуда уже идет столбик. Опять воздушная петля. И еще один столбик с 3 накидами в ту же самую петлю. Опять воздушная петля и столбик с 3 накидами в ту же самую петельку. Вот опять же мы получили таких 3 окошечка, как в начале ряда. Дальше выполняем 3 накида и столбик вяжу в следующую петельку. И опять выполняем таких же 3 окошечка, то есть повторяем узор. Опять воздушная петля, столбик с 3 накидами, ту же самую петлю. Воздушная петля и столбик с 3 накидами, ту же самую петельку. Вот уже 2 окошечка готовы. Выполняем 3 окошечко. Я связала воздушную петлю и столбик с 3 накидами в ту же самую петельку. И то есть уже продолжаем повторять ряд. Сейчас выполняем опять убавление. То есть я выполняю 3 накида на крючок, пропускаю 2 петли и в третью вяжу столбик с 3 накидами. Мы также должны пропустить 6 раз по 2 петельки. Выполняем ряд таким образом до конца. Смотрите, я выполнила уже вот эти 6 отверстий, 6 убавлений и заканчиваем ряд мы следующим образом. То есть я вяжу воздушную петлю и теперь столбик с 3 накидами получаем, мы вяжем в самую последнюю петельку, оттуда, в ту же самую, откуда у нас уже идет столбик с накидами. Опять воздушная и столбик с 3 накидами в ту же самую петлю. То есть выполняем 3 окошечка. 2 уже готово и выполняем 3.
Дальше у нас идет опять четный ряд, то есть он будет состоять либо из рельефных столбиков, либо из столбиков без накида. Выполняем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И смотрите, если вы вяжете рельефными лицевыми столбиками, то вот здесь, вот где у нас воздушная петля, где у нас образованы эти окошечки, мы также должны провязать воздушную петельку. То есть, если я вяжу рельефными, то я вяжу еще одну дополнительную воздушную петельку для подъема. Если же я вяжу столбиками без накида, то я начинаю вязать столбики без накида, подхватив как раз вот это вот место, воздушную петельку. То есть я вяжу столбик без накида. Давайте сейчас свяжем еще лицевой, рельефный, то есть 2 воздушные на подъем. И вяжу лицевой рельефный столбик, подхватив следующий столбик ряда. И опять у меня здесь воздушная петелька, то есть я выполняю воздушную петлю и опять лицевой рельефный столбик. И еще одна третья воздушная петля, которая образует окошечко. Поэтому я здесь тоже вяжу воздушную петельку и затем только рельефный лицевой столбик. И таким образом вяжу весь ряд до конца. То есть дальше у меня воздушные петельки в предыдущем ряду закончились. Я просто вяжу уже без воздушной петли лицевой рельефный столбик. Вот смотрите, я провязала несколько лицевых рельефных столбиков. Так вот выглядит лицевая сторона. Ну, вот здесь у меня тоже над окошечками, где у меня есть воздушная петля в предыдущем ряду, между рельефными также воздушная петелька. И теперь покажу, как вязать ряд из столбиков без накида. То есть здесь у меня нет воздушной петли, я вяжу столбик без накида в столбик ряда. Дальше вот здесь вот у меня идут 3 окошечка. То есть я под воздушную петельку просто вяжу столбик без накида. Затем столбик без накида в столбик провязываем предыдущего ряда. Опять под воздушную петлю. Вот посмотрите, я уже выполнила ряд рельефными лицевыми столбиками и просто столбиками без накида. И заканчиваем этот четный ряд мы следующим образом. Если вы вязали столбиками без накида его, то есть выбрали вот этот вот узор, который менее рельефный, то мы вяжем следующим образом. Я сейчас вяжу столбик без накида под воздушные петли подъема, а затем столбик без накида в 5-ю воздушную петлю. Таким образом, если же вы вяжете более рельефный узор, то смотрите, здесь вот когда мы дошли до воздушной этой цепочки подъема, мы вяжем воздушную петлю и потом точно так же в 5-ю воздушную петлю вяжем столбик без накида. То есть таким образом заканчиваем ряд из рельефных лицевых столбиков. И дальше мы уже начинаем повторять наш узор с самого первого ряда. И таким образом вяжем на необходимую высоту. На этом у меня все. Если вам понравились данные узоры, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. На этом у меня все. Всем пока-пока!